Приветствую всех на канале. Думаю, все слышали про ночь длинных ножей, расправа Гитлера с руководством штурмовых отрядов СА 30 июня 1934 года под кодовым названием «Операция Колибри». Также на слуху Варфоломеевская ночь, массовое истребление гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея. Но была в мировой истории и «Хрустальная ночь». Красивое словосочетание, только вызывающее плохие ассоциации. Более 80 лет назад ночь с 9 на 10 ноября 1938 года стала настоящим кошмаром для еврейских семей Германии и Австрии. Именно тогда по этим странам прокатились страшные погромы, ставшие первой организованной Третьим Рейхом насильственной акцией по отношению к евреям. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин, принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. Согласно данным всегерманской переписи населения, на 16 июля 1933 года в Германии проживали 503 900 евреев, в том числе около 70% в городах. 50% всех евреев жили в 10 крупнейших городах Германии, включая Берлин, Франкфурт на Майне, Бреслау, Гамбург, Кёльн, Ганновер и Лейпциг. С самого начала прихода Гитлера к власти проводилась антиеврейская политика. Начиная с 1933 года правительство Германии приняло ряд антиеврейских законов, ограничивающих права евреев в Германии зарабатывать себе на жизнь, пользоваться полными гражданскими правами и правом на образование, в том числе закон о восстановлении профессиональной гражданской службы, который запрещал евреям работать на государственной службе. В 1935 году были приняты Нюрнбергские расовые законы, лишившие немецких евреев гражданства и запрещавшие евреям вступать в отношения с немцами. Результатом этих законов стало исключение евреев из немецкой общественной и политической жизни. С момента прихода НСДАП к власти и до «Хрустальной ночи» Германию покинуло 213 тысяч евреев. К 1938 году Германия вступила в новую фазу радикальной антисемитской деятельности. Некоторые историки считают, что нацистское правительство готовило запланированную вспышку насилия против евреев и ждало соответствующей провокации. Для погрома нацистами был найден прекрасный повод. 7 ноября 1938 года в Париже произошло громкое преступление. В здание посольства Германии во Франции пришел 17-летний Гершель Гриншпан, еврей по национальности. Он хотел убить графа Йоганнеса фон Вельчика, посла Германии во Франции, чтобы отомстить ему за унижения, которые пришлось испытать семье Гриншпан и другим евреям, депортированным из Германии в Польшу. Однако молодого человека принял в своем кабинете секретарь посольства Эрнст Эдуард Фомрат. В него и выстрелил Гриншпан 5 раз, после чего его задержала французская полиция. По иронии судьбы, Фомрат как раз был дипломатом старой школы и критически относился к гитлеризму именно из-за нацистского антисемитизма. Именно по этой причине Фомрат и находился под надзором гестапо. Адольф Гитлер направил в Париж своего личного врача Карла Брандта, якобы для лечения Фомрата, который, кстати, не столь уж сильно и пострадал, и вполне мог бы выжить. Однако доктор Брандт ввел дипломату несовместимую кровь, после чего в 17:30 9 ноября 1938 года Фомрат скончался. Сразу же после покушения на секретаря посольства Гитлер распорядился закрыть в Германии все еврейские газеты и культурные организации. Таким образом, был нанесен сокрушительный удар по информационным возможностям еврейской общины страны. Тем не менее, смерть Фомрата немецкие власти использовали как повод для организации массовых еврейских погромов в Германии, Австрии и Судетской области. В Германии была немедленно организована мощная пропагандистская кампания. Еще 7 ноября вышли экстренные выпуски газет, в которых содержались такие строки: «Германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов». На следующий день правительство Германии объявило, что за исключением еврейских детей, посещающих государственные начальные школы, на неопределенный срок приостанавливается всякая другая еврейская культурная и общественная деятельность, и прекращается публикация еврейских газет и журналов, в том числе и на немецком языке. 9 ноября высшее руководство Германии отмечало годовщину подавления пивного путча. Однако после сообщения о смерти Фомрата, присутствовавший на торжестве Геббельс заявил следующее: «Национал-социалистическая партия
не унизится до организации выступлений против евреев. Но если на врага Рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться. После речи Геббельса присутствующие на мероприятии руководители региональных нацистских организаций выработали инструкции для своих отделений на местах. Насилие Гитлер-Югенда и штурмовых отрядов, многие члены которых были одеты в гражданскую одежду, началось в разных частях Рейха поздним вечером 9 и ранним утром 10 ноября. Но перед этим СД организованно вывезла все архивы тех еврейских организаций и синагог, которые были намечены для, в кавычках, стихийного разгрома народом, а те, откуда архивы вывезены не были, не пострадали. Во время стихийных погромов, в соответствии с инструкциями СД, не пострадал ни один иностранец, включая евреев, подданных других государств. Полиция арестовала ровно столько евреев, сколько могли вместить местные тюрьмы, ни больше, ни меньше. Главным образом интерес вызывали молодые, здоровые мужчины. Первый погром произошел еще вечером 8 ноября в Бад-Хельсфельде, где была подожжена синагога. Затем, в тот же день, еврейские лавки были разгромлены в Витценхаузене, Эшвеге, Фрицлаге. В Берлине погромщики в гражданской одежде сожгли 9 из 12 синагог. При этом, как отмечается, пожарные не принимали участия в тушении пожаров. В австрийской Вене пострадало 42 синагоги, в немецком Франкфурте 3, по 2 синагоги в Мюнхене, Висбадене, Дюссельдорфе, Карлсруэ, синагоги в Ганновере, Кёнигсберге, Ахене, Бремене, Баден-Бадене, Лейпциге, Кёльне и многих других городах страны. Кроме того, погромы евреев проходили и в соседних с Германией Судетской области, Чехословакии и в Австрии. Впрочем, сейчас существует точка зрения, что руководители силовых подразделений НСДАП, Гиммлер и Гейдрих планировали лишь экспроприацию еврейского имущества и изъятие документов в синагогах. Сами же погромы с многочисленными поджогами и разрушениями стали для нацистских руководителей неожиданностью. Но раз уж все так пошло, как пошло, то Гиммлер и Гейдрих не стали этому препятствовать. По меньшей мере, 91 еврей был убит в результате нападений. При этом треть погибших пришлось на Нюрнберг, 8 погибли в Галле. В некоторых источниках встречается информация о 400 погибших и даже о 2500 убитых, но все-таки современные историки приводят цифру о 91 убитом и нескольких сотнях раненых. Во время «Хрустальной ночи» было арестовано 30 тысяч человек, которые через местные тюрьмы отправили в 3 концентрационных лагеря. 2000 из них погибли от избиений в течение нескольких недель, хотя это были молодые и здоровые мужчины. Часть арестованных были выпущены на свободу, с условием, что они срочно покинут Германию. Данных о том, сколько сумело выехать, в условиях, когда почти все страны мира после выстрелов Гриншпана резко ограничили прием евреев, а сколько вновь попали в концлагеря и погибли, нет. Фюрер приказал прекратить погромы 11 ноября. Естественно, что никакой ответственности за убийство евреев никто не понес. Общий ущерб синагогам, магазинам, парикмахерским, кафе и прочим заведениям, принадлежавшим евреям, составил 25 миллионов рейхсмарок, из которых около 5 миллионов пришлось на разбитые витрины. Отсюда и второе название «Хрустальной ночи» – «Ночь разбитых витрин». Однако германское руководство отказалось покрывать этот ущерб из средств бюджета и возложило все расходы на восстановление разрушенных зданий и уборки улиц на еврейские общины. 12 ноября 1938 года под председательством курировавшего народное хозяйство Германа Геринга состоялось совещание, на котором присутствовали многие финансовые деятели Германии. На этом совещании Геринг заявил: «Еще один вопрос, господа. Что бы вы сказали, если бы я сегодня заявил, что еврейство в качестве наказания должно уплатить 1 миллиард? Я сформулирую это так. Германские евреи должны в наказание за свои ужасные преступления уплатить 1 миллиард. Хочу сказать, что я не хотел бы быть евреем в Германии». Хотя сведения о грандиозном погроме моментально просочились во все мировые средства массовой информации, каких-либо серьезных мер против Германии не предпринял никто. Запад, включая США и Великобританию, молча наблюдал за тем, как нацистский режим устроил расправу над еврейским населением. Президент США Франклин Рузвельт лишь отозвал американского посла в Берлине для консультации, а Великобритания и Франция вынесли ноты протеста Германии, но на разрыв дипломатических отношений так и не решились. Кроме того, покушение Гриншпана стало важнейшим аргументом ужесточения по всему миру въездных требований ко всем,
особенно антифашистам и евреям, пытающимся эмигрировать из Германии и ее союзников. Многие историки затем соглашались с тезисом, что если бы мир жестко отреагировал на погромы 9-10 ноября 1938 года, Гитлер бы не перешел столь быстро к радикальной антисемитской политике. Но увидев, что у него фактически развязаны руки и никакой ответственности он не понесет, фюрер осмелел и приступил к радикальному решению еврейского вопроса, как тогда называли геноцид еврейского населения Восточной и Центральной Европы нацистские руководители. Прошло меньше года после «Хрустальной ночи», и 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Достаточно быстро гитлеровцы оккупировали Польшу, потом настал черед и Франции. В июне 1940 года немецкие войска вошли в Париж. В это время в одной из парижских тюрем продолжал содержаться 19-летний молодой человек Гершель Гриншпан, 2 годами ранее совершивший покушение на фон Рата. Когда Париж заняли гитлеровцы, тюрьму эвакуировали. Но в Тулузе этап настигли эсэсовцы. Отряд СС был специально послан за Гриншпаном. Молодого человека этапировали в берлинскую тюрьму Моабит, а гитлеровские спецслужбы стали готовить документы о мнимой связи Гриншпана с другим евреем, Давидом Франкфуртером, убившим еще в 1936 году нацистского деятеля Вильгельма Густлова. Йозеф Геббельс хотел организовать судебный процесс, который бы подтвердил существование глобального еврейского заговора. Для этого гитлеровцам и нужен был Гриншпан. Его хотели предъявить общественности как орудие еврейского заговора. Тем не менее, все хотели обставить по закону. Поэтому Гриншпана защищал адвокат Винсент Моро Жафьюри. Он предъявил Геббельсу свою линию защиты, согласно которой Гриншпан совершил убийство фон Рата, руководствуясь сугубо личными причинами. В память о «Хрустальной ночи» ежегодно 9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. На этом у меня все. Благодарю, что досмотрели этот ролик до конца. Прошу поддержать канал подпиской. Если информация для вас была полезной и интересной, поставить палец вверх и оставить свое мнение в комментариях.